Доброго дня, дорогие слушатели и смотрящие. Сегодня произошло нечто важное, весьма тревожное для демократического мира. 24 августа во Франции был арестован создатель телеграм-мессенджера Павел Дуров. Этот арест вызвал настоящий раскол на Западе. Большинство либеральных источников и блогеров стали оправдывать действия властей, что вызвало возмущение и беспокойство у тех, кто ценит свободу слова и права человека. Сегодня мы постараемся разобраться, что же на самом деле происходит. Меня зовут Евгений Усихайн, и вы на моем канале «Рассказ всадника». И это рубрика «Всадники круглого стола», где мы обсуждаем важные и актуальные темы с экспертами. Уважаемые слушатели и смотрящие, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь это очень важно для развития моего видео на YouTube. Канал новый, и поэтому все зависит только от вас. А я вас благодарю от всего сердца, а мы продолжаем. Сегодня со мной на связи мой дорогой друг и товарищ Вадим Сибирцев, политолог по образованию, философ по призванию. Вадим, привет, представься, пожалуйста, к смотрящим, которые смотрят наше видео. Всем привет, да, Евгениус, зрители дорогие, да, рад вас всех видеть. Я надеюсь, вы меня рады слышать. Спасибо, что пригласил сегодня на эту беседу. Спасибо, Вадим. Начнем с главного вопроса. Почему, по твоему мнению, Вадим, Дурова арестовали? Какие причины и мотивы стоят за этим событием? Я думаю, здесь все очевидно. Причина она одна, это то, что он решил все-таки не пойти на сотрудничество со следствием. Причем мы не можем здесь сказать, какой конкретно страны, является ли это только Франция, или, может быть, еще какие-то заинтересованные стороны есть, хотя, безусловно, они есть. Мы помним, как Дуров даже, по-моему, в интервью Карлосону говорил и про давление со стороны американских спецслужб, когда, помнишь, вот он свою валюту тон запускал, и американский регулятор по ценным бумагам его не допустил. Я думаю, в принципе, здесь все достаточно просто. Не думаю, что это какие-то можно ударяться в какие-то конспирологические дебри. Все просто, потому что он решил не пойти на сотрудничество, например, вот с французским режимом. Да, я тоже смотрел интервью с Карлосом. Он же говорил, что его неоднократно пишут спецслужбы от разных стран, американских, других стран, и с требованием, чтобы они предоставили ключ к шифрованию, и он там говорил, что он их просто игнорит. Вот, и игнорил, думал, что все проблемы обойдутся его, но потом, как оказалось, что когда он приехал во Францию, решили его как бы под давлением взять под стражу. Мне это напоминает, знаешь, события, когда похожая ситуация была с Навальным. То, что случилось с Навальным, потому что были события, когда Навальный приехал в Россию, его также арестовали в аэропорту, и помнится, многие об этом говорили, что вот нарушение свобода слова, нарушение прав граждан, берут и арестовывают человека в аэропорту, это международное наказание, там нарушение граждан, типа, и это должно соблюдаться законом, Россия там плохая. Мы видим такую ситуацию, когда во Франции происходит абсолютно такое же событие. Но с твоего позволения ремарку вставлю, пока далеко не ушли от этой темы. Я все-таки думаю, что с Алексеем Навальным немножко иная ситуация была, потому что ты помнишь, что, ну, по крайней мере, с Алексеем Навальным был какой-то условно формальный повод, да, его задержать, то есть что ему там предъявили, неявку, по-моему, по вот этому вот условному сроку за Ивраше, или что у него там было, то есть именно за что его взяли. Дурова же, ну, даже формального повода не было. То есть вот тот самый ордер, который был выписан на его арест, не знаю, насколько это правда или нет, но говорят же, его выписали буквально чуть ли еще, когда самолет был не в воздухе. То есть вот прям подогнали, понимаешь, даже по российским меркам, казалось бы, это прям, ну, какой-то нонсенс, понимаешь, даже с Навальным как-то подогнали, это хотя бы более-менее подзаконный повод. Я еще тебе вопрос хотел задать, вот если ты помнишь интервью Дурова, он же говорил, что он старается не бывать в тех странах, например, как США, Россия там и прочие крупные, знаешь, как он говорил, геополитические державы. Тебе не кажется странным, зачем он вообще поехал во Францию? Ну, он же, получается, нарушил собственный же принцип.
Но он же говорил, что он не может там поехать, допустим, в Америку, потому что в Америке за ним следили. Во Франции он говорил, что вроде ситуации не было. Он, возможно, думал, что Франция более-менее суверенное государство и не имеет под влиянием Америки, и плюс у него же, как и оказывается, есть гражданство Франции, и он думал, что он обойдет эти проблемы. Да. А как оказалось, что все-таки подавление, видимо, США, потому что, насколько мы видим, что такие подконтрольные СМИ Запада, все эти либеральные СМИ, которые субсидируются американскими странами, они начали топить Дурова. Вот, и случилась такая ситуация. Но меня больше беспокоит, что показывают так, что это нормально. Если в России это плохо, на Западе это нормально. Я считаю, что телеграм-каналы — это самая лучшая площадка, где люди могут выражать свою свободу слова. И сейчас, как мы видим, эту свободу хотят отнять у людей. Я поэтому и сравнивал с Алексеем Навальным, когда я считал, что Запад — это чистая демократия. Ну, как показывает, что Запад — это не демократия, это абсолютно то же самое, как и Российская Федерация, но уже под другим углом. То есть небезопасно ни там, ни где. То есть там, где есть разные мнения, разные политические силы, они будут придерживаться своего геополитического какого-то полюса. Да, безусловно, получается так, что если это русский товарищ майор, то он плохой, если это французский или европейский или американский товарищ майор, то это, как водится, другое. Ну, конечно, безусловно, мы осознаем, что в Telegram это, в принципе, такой последний клочок суши, последний островок свободы в этом мире глобализма, безусловно, это так. И ты правильно сказал, что меня лично очень сильно удивляет, как все эти люди, да, то есть мы не будем говорить только здесь, будет некорректно сказать, что это только российская либеральная левая какая-то оппозиция, левые СМИ высказались на эту тему. Мы видим, хоть и не с таким большим размахом, дискуссию в западных, в американских СМИ, какие-то весьма видные политические фигуры в Европе высказываются тоже как бы в поддержку ареста Дурова, ну, естественно, как бы из левого, так сказать, политического лагеря. Это очень сильный прецедент, в принципе, да, удара по свободе слова в мире. Это меня печалит. Тут хочется сказать только, конечно, свободу Паше Дурову, потому что, может быть, да, фигура неоднозначная. Я думаю, мы еще коснемся этой темы, да, в нашем разговоре, но, безусловно, конечно, Дуров для свободы слова, и особенно если взять такие авторитарные страны, как Россия, например, Дуров сделал очень много, что для того, чтобы люди хотя бы в таких условиях могли получать альтернативные источники информации. Не знаю, хоть где-то имели возможность, если не публично, то хотя бы анонимно высказать свою точку зрения на те или иные события. Дуров — это человек, хоть я его не всегда одобряю в плане с точки зрения политика, но когда человека просто так берут и арестовывают за то, что он ничего не делал, как бы я буду защищать людей, которые пытаются добиваться свободословия, и благодаря Дурову у нас появились такие соцсети, как ВК, и сейчас уже Телеграм, который пользуется по всему миру. И когда у нас есть эта свобода слова, и другие страны пытаются запретить это все, это дает звоночек, что демократия вот скоро придет конец. Тут же на память приходит ситуация, которая в точь, ну ладно, я, может быть, утрирую, практически точь-в-точь была у нас в России в 2018 году, когда Telegram пытались заблокировать. И что самое, что смешное, да, по поводу всех этих либеральных СМИ, либеральных политиков и тому подобное. Я до сих пор помню, как в России проходили митинги, как эти люди сами же организовывали митинги в поддержку Дурова, в поддержку свободы слова, против блокировки Телеграма, когда все российские официальные лица выступали примерно с той же самой повесткой, что сейчас мы слышим от европейских политиков касаемо Телеграма. И тогда эти все люди были радикально против, они были за свободу слова, они топили за то, чтобы Павел Дуров, да, и Телеграм, в принципе, мог свободно существовать на территории страны. Сейчас же мы видим какую-то просто безумную метаморфозу, когда все эти люди оказались уже на другой стороне этого лагеря. То есть прочувствуй просто иронию, да, российские официальные лица, там, пропагандисты, политики и так далее, они сейчас выступают наоборот. Ну, понятно, это все фикция, понятно, что это все фальшь, потому что, окажись в такой ситуации Дуров, его бы также в России бы задержали, также запрещали бы дальше Телеграм. То есть, ну, я думаю, есть несколько факторов. Тут и технические возможности тогда не было, и, возможно, какой-то политический контекст, то, что Телеграм по итогу не смогли дожать, и в каком-то 2020 году, насколько я помню, разблокировали. Но факт не в этом. Факт в том, что сейчас все это поменялось на 180 градусов, когда уже наши либералы топят за то, чтобы Телеграм, по сути, ну,
урезали, да, в его автономности, в его самостоятельности. А наши же политики уже, знаешь, ну, понятно, для них это очень хорошая почва, чтобы показать, дескать, посмотрите, какой там Запад скатился, да, вот она вся западная демократия пришла к своему дефолту, в то же время как мы там, знаешь, говорим: Паша, возвращайся на родину, свободно дышится только здесь. Это просто феноменальная метаморфоза, я ее никак не могу понять. Знаешь, в России видят возможность показать людям, на Западе якобы была свобода, и тут случается такой момент, что на Западе нету свободы слова, и все то же самое, как происходило, допустим, в авторитарных странах. И они пользуются этим как, ну, обычные политики. Любые предвыборные кампании, они обещают то, что у людей нету. И то же самое делает и российская власть. Она просто делает так, что показывает, что, смотрите, там же тоже плохие люди, там же такие же люди несвободные, как, ну, допустим, вы здесь. Вот. Так что все нормально, давайте приезжайте сюда, на родину, живите жизнью. Везде так. Под прикрытием демократии происходят такие же события, как происходит, ну, в принципе, в других авторитарных странах. Это меня огорчает, еще раз повторю. Как бы я, конечно, надеюсь, что это не конец демократии, но предпосылки с точки зрения политологии, они как раз показывают, что демократии пришел конец. Сейчас назревают либо темные времена, которые приведут к новому мировому конфликту, если он уже не начался. Пытаются таким образом завязать везде возможность свободно говорить, возможность выражать свое мнение, и берут под контроль такие мессенджеры, как Телеграм-канал, где пользуются такие страны, как Россия. Большинство стран, бизнесменов, людей пользуются этими приложениями. Любая страна пытается взять под контроль любую переписку и знать какую-то секретную информацию. А хочется, знаешь, только спросить, а была ли это демократия на самом деле, да? То есть, если мы сейчас говорим в ключе того, что сейчас эта демократия пропала, а была ли она раньше? Смотри, первопричина в чем, на мой взгляд? Потому что в Европе и во всех ведущих странах во власти кто? Это левые режимы. Понимаешь, я в ситуации с "Телеграмом" в очередной раз убедился, что самые большие противники свободы слова — это как раз таки те, кто кричат об этой свободе слова громче всех. Потому что, возьмем даже хорошо Россию, безусловно, где нет свободы слова, где тотальная цензура на все. Допустим, взять Америку. Ну хорошо, здесь ты скажешь слово на букву В, и тебя там условно посадят, отменят, там выгонят с работы. А в Америке ты назовешь там чернокожего не так, лесбиянку не так, феминистку не так, и ты получишь все то же самое, понимаешь? Это, как водится, знаешь, одна из частей тела только в профиль, да, называется. То есть была ли это демократия вообще, понимаешь? Потому что мы видим, например, даже по выборам во Франции. Помнишь, когда Ле Пен начала побеждать. Не хочу, чтобы кто-то думал, что я такой сторонник Ле Пен. Нет, я просто беру это как прецедент, да, что Ле Пен начала побеждать, правые партии начали побеждать. Тут же Макрон с коммунистами, там, с социалистами объединился в единый блок, когда, понимаешь, все это доходило просто до какого-то безумия, когда они снимали кандидатов от своих же партий, более слабых, договариваясь ставить кого-то, ну, из более сильных левых политиков, лишь бы правые не пришли к власти. Ну, разве это свобода слова, разве это демократия, понимаешь? И в данном случае Telegram действительно обеспечивал свободу слова не только там россиянам, да, которые не могут сказать ничего вслух, он также обеспечивал американцам, например, консервативным, которые также ничего не могут сказать вслух. Он обеспечивал, скажем, правым в Европе какую-то свободу слова, да, какую-то объективность в новостях. То есть это удар именно по свободе слова в принципе всего мира, понимаешь? В очередной раз мы видим, что чем более левая политика у государства, тем больше оно будет топить свободу слова, к сожалению, потому что ты же понимаешь, все эти красивые слова по поводу свободы слова от леваков, они всегда звучат касаемо их. То есть они не против цензуры, они за цензуру только в отношении тех, кто им не симпатичен. Потому что если кто-то будет говорить что-то, что им не нравится, они будут полностью за цензуру, за отмену, там, за пресловутый канцелинг в отношении этого человека. Понимаешь, ну, такие сети, как, например, Telegram, в эту парадигму не вписываются. Вспомни, например, кейс Илона Маска, да, не сказать, что Твиттер стал таким прям оплотом свободы слова и вольнодумства, но то, что творилось в Твиттере, скажем, несколько лет назад, еще до прихода Маска, ну, это же просто ужас, это какая-то больничная палата. Ну, мы просто видим, здесь можно сделать простой вывод, что леваки, они, понимаешь, они везде леваки. Они у нас леваки, они в Америке леваки, они, по сути, по своей парадигме ничем не отличаются.
И они нас как раз-таки с тобой в том числе будут лишать свободы слова под соусом как раз-таки пресловутой демократии. Я также считаю, что в мире никогда не было демократии. Власть у людей, у кого есть достаточно денег, чтобы финансировать. Потому что люди без финансов, они никогда не займут политические элиты. А сам понимаешь, что всегда под прикрытием какой-то возможности власти народа в демократии, как в США, в других странах, они создают иллюзию демократии, иллюзию выбора. Люди якобы участвуют в каких-то выборах. Но в современном мире, когда пошла цифровизация, начали людей больше контролировать, люди более стали лояльны, и они зачем, ну, думают, «Ну, зачем нам брать людей возможность допускать к каким-то выборам? Лучше пускай они будут думать, что они выбирают, а по факту они выбирают либо дураков, либо нужных кандидатов. И сделать специально так, что подводят определенных кандидатов, которые выглядят дураками, дураки, клоуны, и среди них находится один адекватный кандидат, который прям победит. То же самое посмотрим на американские выборы. Демократы, которые имели огромный финансовый поток и были при власти, увидели, какую разницу случилась между Дональдом Трампом и Джо Байденом, они резко его убрали. Хотя он хотел до конца идти на выборы, а на него давили, 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 довели, и в итоге он снял с выбора и поставили якобы успешную женщину, которая считает, что вот сейчас победит Дональда Трампа. Вадим, смотри, Телеграм, с одной стороны, он стал символом свободы слова, а с другой есть информация, что он сотрудничает с Кремлем и с другими авторитарными режимами. Как ты считаешь, в чем истинная природа этой платформы? Ну, давай так, я хочу сразу отрубить этот образ, который может быть сейчас у подписчиков наших зрителей складывается, что мы тут с тобой такие, знаешь, забористые конспирологи. Нет, это не совсем так. Я, честно, не думаю, знаешь, вот я читал много комментариев, в том числе, знаешь, там на разных там медиаресурсах, скажем так, негосударственных и запрещенных ныне. И вижу постоянно, да, одни и те же нарративы по поводу того, что да, это все постанова, это все там игра, закулисный спектакль. Кто-то, помню, даже начал говорить о том, что вот, дескать, это специально разыграли, что Дуров прилетел во Францию, он как бы знал. Ну, для меня это все кажется откровенным каким-то, откровенной дикостью. Нет, я не думаю, что Дуров прям, знаешь, как-то напрямую вот прям является агентом ФСБ, получает деньги из Кремля, лоббирует интересы. Ну, тем более мы не видим этого. Понимаешь, да, я могу сказать так. Все-таки, знаешь, э, не хочу, чтобы это звучало, знаешь, как некая сделка с дьяволом, да, сделка с совестью, но в силу специфики вообще нашего мира иногда приходится идти на какие-то компромиссы. Ну, потому что ведь Telegram так или иначе завязан, например, на мощностях там Гугла того же, да, и Apple и так далее. Что касаемо удаления бота умного голосования, это действительно было в 2020 году, я это помню, но опять-таки, насколько я читал, как Павел говорил, что это было прежде всего основано на законах о днях тишины, которые происходят перед выборами. Ну, ты знаешь, то есть когда вся агитация запрещена. Более чем хочу напомнить тем людям, которые сейчас говорят, что вот Дуров там продался, Дуров там прокремлевский и так далее. И Google тогда удалил, и Apple тогда удалил. То есть все эти компании, они действительно пошли на, можно сказать, такую сделку, да, с российским правительством, они это удалили. Ну, Дурову пришлось тоже подчиниться, потому что так или иначе это монополисты на рынке вот цифровых услуг. То есть, понимаешь, ну, если, например, Telegram снесут из условного там магазина приложений в App Store и Google Play, ну, что дальше? Какое будущее у Телеграма? Он так или иначе зависит от этих платформ. Да, как Дуров даже, не вспомню дословную цитату, он говорил, что я борюсь за свободу слова и делаю все так в рамках возможного. То есть, понимаешь, в рамках возможного, сколько он боролся, да, он действительно это делал. Мне же хочется такой контраргумент самому себе привести. Вспоминается история с движением «Путь домой», помнишь, вот этих вот жен мобилизованных, которых потом еще признали иностранными агентами, когда Дуров действительно им повесил плашку фейк на их канал. Что интересно, это очень совпало с моментом, когда как раз-таки власти, пропаганда начала их очень активно топить. Ну, ты это помнишь, я думаю, зрители тоже это вспомнят. Я не думаю, что Дуров прям напрямую лоббировал интересы Кремля, потому что мы видим, не было никакого активного продвижения канала. То есть, ну, действительно, Телеграм стал, вот если говорить с либертарианской точки зрения, таким прибежищем всех. Там есть и российские пропагандисты, и украинские
пропагандисты, и там левые, и правые, понимаешь, и там религиозные фундаменталисты и тому подобное. Опять-таки, да, ну, даже по-моему, французское правительство соглашалось с тем, что ну, Telegram реагировал на официальные запросы, да, на решение суда, когда, скажем, вот какой-то канал признавался там террористическим или там распространяющим порнографию детскую, там наркотики и тому подобное. Действительно, Telegram удалял. Да, у всех основная претензия, что Telegram не так охотно отвечал. Но, понимаешь, опять-таки, это возвращаясь к нашей прошлой теме, да, как это все очень освещает либеральное медиа, все почему-то упускают слово «не так охотно». Все говорят, что Telegram не отвечал, а по факту Telegram это делал. Мы не видим того, чтобы прям активно сажали людей, скажем, за их позицию в Телеграме. Мы не видим, чтобы, знаешь, вот были какие-то пачки уголовных дел, не только в России, а за рубежом, где бы вот прямо, знаешь, показывали какие-то там, не знаю, вплоть до секретных переписок между пользователями, чтобы это было основанием для уголовных дел. Тут его может Telegram осудить, что он якобы сотрудничает, но это просто монополист. Платформа, которая хочет распространяться и развиваться в любой стране. Это бизнес. Тут его осуждать не о чем, потому что платформы, как Google, Facebook, они абсолютно то же самое подчиняются и делают закон, то, что требует власть. Если она перестает абсолютно сотрудничать, ее накидывают в статус террористической организации, как это произошло с Фейсбуком. Зачем тогда Телеграмму такой ярлык? Поэтому, конечно, он будет частично сотрудничать, но он же не выполняет все требования правоохранительных органов. Он же не дает ключи шифрования для доступа к этому Telegram пойдет. Может пойти на какие-то уступки. Осуждать Telegram за это я не вижу смысла. Как бы это бизнес. Почему его вообще арестовали? Он даже не ожидал, что его возьмут и арестуют во Франции. И под арестом еще и попытаются на Западе сделать таким злодеем, там, лишили родительских прав, там, мать троих детей подала на него в суд за то, что забрать 150 тысяч евро. Это же типичная западная риторика. Для них это якобы нормально. Это делается для того, чтобы очернить его репутацию. Позволю, вставлю комментарий. Я бы уже это не назвал чисто западным каким-то ноу-хау. Это и в России, ну, скорее можно сказать, что это общемировая практика, к сожалению. Да, возвращаясь к нашему тезису о том, что свободы слова как таковой нет нигде. И то же самое происходит с Телеграмом. Ну, понимаешь, ты прав, действительно. То есть любому бизнесу, любой такой крупной корпорации и какой-то компании, которая занимает ту нишу, которую занимает Telegram, приходится так или иначе лавировать. То есть их существование – это, по сути, лавирование, знаешь, как между айсбергами. Ну, вспомни историю какого 23-го или 22-го года, когда в Телеграме был стикер с баклажаном. Если кто не помнит, я расскажу чуть подробнее. Там был анимированный стикер баклажана, который, скажем так, в анимации изображал мужской, который эякулирует. И Apple тогда поставил условие Телеграму, что им нужно удалить, короче, этот стикер, иначе они удалят его из своего магазина приложений. Я еще даже помню, Паша Дуров тогда запускал голосование на своем канале, то есть что вы выберете, удаление этого стикера баклажана или удаление Телеграма из App Store. Но все-таки в итоге Дуров подчинился, то есть, понимаешь, да, это вот такой вот выбор между двумя стульями, да, где с одной стороны ты все-таки удаляешь стикер баклажана, а с другой стороны у тебя удаляют Telegram из App Store. Ну, как бы понимаешь, здесь немножко приоритеты приходится выбирать и так или иначе идти на какие-то компромиссы, которые не всегда всем нравятся, да. Тот факт, что он провел голосование, это уже похвально. Он голосование провел именно открытое для всех. Открыто, да, но люди Да. выбрали то, чтобы удалили Telegram и оставить стикер. Но Дуров все-таки стикер удалил. Вадим, как ты считаешь, что ждет Telegram в будущем? Стоит ли пользоваться Telegram дальше или переходить на другие мессенджеры? Какое будущее ждет Телеграма после ареста Павла Дурова? Хороший вопрос. Я думаю, все-таки о том, чтобы архивировать свои аккаунты и срочно переезжать в условный сигнал, пока что все-таки необходимости нет. Здесь, во-первых, ну, лично для меня, да, может быть, со мной кто-то не согласится, но, на мой взгляд, все-таки Telegram самый удобный, самый классный мессенджер, да, все-таки как таковых альтернатив ему нет. Ну, WhatsApp, Viber, ну, как по мне, все-таки нет. Тот же сигнал, ну, он менее удобен, да, конечно, безусловно, он более безопасен. Давайте так, если мы говорим о
среднестатистическом обывателе, да, который там делится фоточками, там кто-то что-то обсуждает. Ну, все-таки, понимаешь, я думаю, что Телеграма по его безопасности вполне хватает. Говорить о том, что сейчас нас ждет апокалипсис, Телеграм вырубится и все, нам придется искать иные платформы. Нет, я думаю, до такого все-таки не дойдет. Тут сложно прогнозировать, то есть вообще, что будет дальше. Вот сейчас вроде бы Дурова выпустили под залог, это не значит, что его отпустили, то есть судопроизводство будет продолжаться. Я думаю, честно сказать, что все-таки какой-то компромисс они найдут. Ну, просто потому, что у Дурова не будет другого варианта, да. Я не знаю, насколько он будет болезненным для пользователей обычных, я не знаю, насколько это урежет свободу слова, но, честно сказать, я не думаю, что вот там мы проснемся завтра и не сможем зайти в Телеграм. Ну, скорее раньше Россия заблокирует Телеграм, чем он сам по себе рухнет, как мне кажется. Поэтому рано еще говорить о том, что Телеграму конец, что Телеграм отключат. Там Объединенный Запад захочет полностью у себя Телеграм отключить. Наверное, у него это получится, потому что, ну, ты помнишь, одной из причин, почему Телега в России тогда смогла выжить и победить, в той или иной степени, это то, что Telegram, по сути, прятался за IP-адресами там Амазона, Гугла и многих других западных сервисов. То есть тогда они добровольно оказали помощь Телеграму, да, то есть действительно поддержали свободу слова в России, что было действительно хорошим жестом. И у Телеграма был такой выбор. Если сейчас, в принципе, условно там американское правительство захочет полностью заблокировать Телеграм, ну, я думаю, что, в принципе, в своих странах у них это получится сделать. То есть, по крайней мере, осложнить жизнь пользователю обычному в тех странах, где это будет сделано, получится. Но я не думаю, что до этого дойдет. Все-таки, понимаешь, это будет сильным социальным потрясением для людей. В России же я думаю, что нет. В России же я думаю, что нет. Но ты сам понимаешь, после того, когда там Facebook признали террористической организацией, запретили Инстаграм там и так далее и тому подобное, у нас же, по сути, ну, других каких-то вариантов, альтернатив не остается. То есть ты вспомни, как все эти чиновники, это же тоже парад лицемерия, когда они буквально там пару лет назад кричали о блокировке Телеграма, о том, что Дуров там национальный предатель и прочее, а сейчас сразу же, как только заблочили тот же Инстаграм, сразу же, ребята, вот я молодец, я патриот, я за наших, я в Телеграме, хотя Дуров, напомню, много раз говорил, что он не русский бизнесмен, и помнишь историю с Forbes, я думаю, подписчики вспомнят. Я думаю, пока рано о таком говорить. То есть, если резюмировать, мой прогноз такой. Скорее всего, какие-то компромиссы будут найдены с Павлом Дуровым и французским правительством. Но я не думаю, что Телеграмму что-то угрожает. Я хочу напомнить зрителям, Дуров написал Telegram Messenger не один. Это не только его код. Но также написал код его брат. Почему Франция резко объявила в розыск его брата? Потому что все ключи шифрования находятся у него. Арест Дурова никак не повлияет на работу Телеграма. Телеграм не заберут, ключи шифрования не продадут, потому что все лежит на его брата. А еще плюс компания находится в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты, они не дадут брата Дурова, потому что, во-первых, Telegram находится на их стране, в Дубае. Они не захотят, чтобы их бизнес и их компания, которая Telegram платит же налоги в Объединенные Арабские Эмираты, они будут отдавать. Плюс у Объединенных Арабских Эмиратов совсем другая политика. Они больше демократичны, на удивление, чем западные страны. Ну, я думаю, что все-таки называть ОАЭ более демократичной страной, чем условная Франция, это все-таки, ну, преувеличение. Хотя в конкретном кейсе, да, мы можем сказать, что действительно Объединенные Арабские Эмираты в вопросах, например, свободы слова в интернете оказываются более демократичными, более либеральными, чем даже те же леволиберальные страны Запада. Это иронично, но вот в такое вот время живем. Почему так? Наверное, специфика правительств, специфика режимов немножечко иная. Мы знаем, что, например, там полностью запрещены какие-либо митинги, полностью запрещена оппозиция. Ну, там, в принципе же, многие страны монархии до сих пор. Я просто думаю, что здесь они занимают такую позицию, знаешь, что пока ты не выступаешь против условного короля или шейха, то тебя трогать никто не будет. То есть таких заморочек, например, как правые какие-то каналы, которые гасятся в Европе, особенно сейчас на фоне протестов, например, как в Британии и так далее. Просто, ну, специфика режима. Они не преследуют такое, им это не нужно. Хотел бы добавить, что после обсуждения, Вадим, с тобой Дурова, закрадывается одно мнение, что либеральные СМИ, как «Дождь», они начали нести абсолютно одну и ту же риторику. Раньше смотрел их, изучал их ресурсы, изучал их контент и считал, что они типа делают что-то
ну, демократичная, что они начали оправдывать всем смахом. Недельные видеоролики выпускать, что Дуров плохой. Мне после этого закрадывается сомнение, что они думают о России, думают о будущем, думают о людях, потому что они абсолютно несут одну и ту же риторику. Резко все начали нести одну и ту же риторику. От «Дождя», от каких-то других либеральных СМИ, которых куча. Начали говорить, что Дуров плохой. Как людям после этого доверять им? Как доверять людям, которые когда-то считали, что это реально свободные СМИ, а в итоге получается, что это такая же пропаганда, такая же лапша на уши, как показывают людям. Для меня после всей этих событий я могу сказать, что ни одному блогеру, даже можно сказать мне и другим СМИ нельзя доверять, потому что если вдруг у кого-то появится спонсор, допустим, американский, украинский, российский, турецкий, там, Объединенные Арабских Эмиратов, Пресловутый Госдеп, да? да, пресловутый Госдеп. Да, ты можешь вести контент, но если тебе скажут, ну все, парнишка, давай Дурова на помойку, и ты будешь неделю выпускать видео, потому что тебе сказали, если ты не снимешь недельное видео про Дурова, мы тебя, короче, ну, уберем, там, перестанем платить. Потому что пофиг на Россию, там, Россия, понятно, всем плохая, ты уже там 1000 видосов сделал про плохую Россию, 1000 видосов про плохого Дурова. Это же так замечательно. Давай поносить его, чтобы люди, которые смотрят свободную, правдивую информацию, считали, что он плохой человек. Как к ним относиться? Никак. Это просто люди, которые несут полную чушь, которые не имеют никаких политических пониманий, и зарабатывают себе лично на деньги. Им плевать на политику, на будущее России, какие-то либеральным СМИ, которые якобы говорят про свободную Россию. Им всем плевать. Это такие же тотальные пропагандоны, которые пытаются заработать себе политические очки и пытаются заработать бабки. Безусловно, да, они стали такими же пропагандистами, это такая же галимая пропаганда, которую мы слышим по, например, путинскому телевизору от всех этих кремлевских пропагандистов. Мы видим, как, например, «Дождь» приглашает к себе абсолютно некомпетентных экспертов, как, например, недавно Христо Грозев заявил, что Telegram может передавать секретные чаты спецслужбам ФСБ, хотя это в принципе невозможно. Ну, тут вопрос, либо он настолько некомпетентен, хотя в его положении я сомневаюсь, либо он откровенно врет. Можем вспомнить того же Майкла Наки, который уже, по сути, не российский там блогер, политолог, а уже чисто украинский пропагандист, потому что он пилит исключительно на украинскую аудиторию контент. Ну, все-таки денежки должны откуда-то капать. Да, все его заявления о том, что Украина вот сейчас, там, через месяц будет в Крыму и так далее, мы можем видеть таких вот любимых экспертов условного ФБК и Дождя, как Владимир Милов, который обещает каждый месяц там падение российской экономики, доллар по 500, все развалится, дефицит, пустые полки и так далее. Безусловно, это такая же пропаганда, ты прав, здесь просто знаешь, что люди, которые верят в путинскую пропаганду, окукливаются в этом вот информационном пузыре, что люди, которые верят в эту либеральную пропаганду. Ну, здесь разницы нет, это такие же оболваненные с двух сторон люди, и, к сожалению, даже из благих посылов, но это все равно оболваненные люди, понимаешь? Здесь нужно, да, только включать критическое мышление, подвергать все, скажем так, глубокому анализу, не верить никому, верить никому нельзя, но нам можно. Поэтому здесь, да, очевидно, что все эти блогеры, все эти политики, все эти фонды «Свободной России», они не заинтересованы на самом деле в том, чтобы Россия была свободной. Их все вполне устраивает. Их устраивает нынешний режим, потому что покуда это происходит, им будут капать все эти дотации, все эти донаты, все эти деньги будут выделяться из разных фондов, гранты и тому подобное. Им это выгодная ситуация, понимаешь? Сидеть в условной Литве и каждую неделю говорить о том, что российская экономика вот-вот развалится и уже полный дефицит, там, не знаю, в 1 000 000% ВВП, ну, это же легко, понимаешь, что-то сделать для того, чтобы что-то поменять, это уже иначе. Поэтому я с тобой полностью согласен. В очередной раз все эти СМИ себя дискредитировали. Это очень печально, что мы, по сути, не имеем практически никаких медийных ресурсов. Мы, я имею в виду люди, которые желаем своей стране добра, свободы. Мы практически не имеем никаких медийных ресурсов, которые бы объективно освещали информацию. Это печально. В заключение бы хотел сказать зрителям, что не верьте в пропаганде, думайте своей головой. Политики есть разные, есть нормальные, есть
ненормальные политики, есть хорошие, есть плохие, но, собственно, нужно думать своей собственной головой, потому что могу объяснить, что любой политик ищет только свои цели, свои возможности достичь своих целей. Что бы вам политик не обещал, или что бы вам лапши на уши он не вешал, всегда думайте своей собственной головой. Все эти политики, они придерживаются только своего мнения. Им плевать на людей, им плевать на будущее страны. И просто, понимаете, люди, которые вы видите, СМИ видите, что они начинают унижать Дурова, это люди не свободные, это государственные СМИ, которые такие же подконтрольные болванчики, которые за деньги готовы быть шутами и перед Западом кланяться и показывать какие-нибудь паиньки, которые подчиняются, чтобы заработать свою копеечку. Поэтому думайте своей головой, выбирайте контент, который более правдивый или хотя бы честный. Главное, меньше слушайте одной воды и больше получайте полезной информации. Вадим, спасибо за то, что пришел всадник круглого стола. Буду ждать тебя еще в следующем видео. Надеюсь, еще кто-то еще подойдет. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, который я укажу по ссылке в описании. Там мы будем обсуждать как и политику, так и новости. Также мы будем вставлять свои комментарии и выкладывать видео о том, когда будет запускаться следующее видео и какие-то моменты, которые им попадут в YouTube. Да, Евгению, спасибо, что пригласил. Разговор действительно был очень интересным. Я думаю, и подписчикам, и зрителям тоже понравится. Обязательно пишите ваши комментарии, пишите вашу конструктивную критику, ваши конструктивные мысли. Быть добру, всем пока. Ну что же, дамы и господа, надеюсь, мое видео для вас было интересным и увлекательным. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Также вступайте в мой телеграм-канал, там я буду публиковать то, что не выходит в YouTube. Ну и в будущем буду проводить опросы тех, кто захочет также участвовать в съемках всадников круглого стола. Если вы человек интересный, у вас есть какой-то особый политический взгляд, интересные политические темы, которые вы хотели обсудить, всегда мы с радостью вас возьмем, пригласим в съемках всадников круглого стола. Наш мир состоит из бесконечного цикла, хаоса и порядка, жизни и смерти, и лишь вам решать, жить в колесе сансары или стать свободными.